Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить самые нежные, эластичные и мягкие ПП-блины, которые я пробовала. Они всегда получаются превосходно, очень вкусные и красивые. При этом содержат достаточно много белков и совсем немного углеводов и жиров в сравнении с классическими блинами. Друзья, на моем канале также скоро выйдет рецепт простого и вкусного блинного торта из этих блинов. В нем очень нежный крем, по вкусу ближе всего к сладкой сгущенке. Это домашний торт из самых простых ингредиентов. И как всегда, отличное соотношение КБ-ЖУ. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Я сразу соединяю все ингредиенты в блендере. 100 грамм нехолодного молока, 1 яйцо и 50 грамм сухих ингредиентов. Это может быть просто 50 грамм глютеновых видов муки, например, цельнозерновой пшеничной, овсяной или полбяной. У меня же 30 грамм муки зеленой гречки, 10 грамм соевого изолята, можно вместо них взять 40 грамм безглютеновой муки. И к безглютеновым вариантам обязательно добавляем 10 грамм крахмала. Сюда же добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, 1 грамм подсластителя и 1/4 чайной ложки соли. И немного ванильного экстракта, если он у вас есть. Соединяю все ингредиенты с помощью блендера. Долго не измельчайте, нужно просто добиться однородности. И доливаем сюда 60 грамм кипятка. Еще раз смешиваем. Тесто готово. У меня блинная сковорода не антипригарная, и в составе теста масла нет, поэтому я немного смазываю маслом. И я сразу из блендера наливаю тесто. Такой экспресс-вариант, очень удобно. А пока блины пекутся, я расскажу вам про ингредиенты подробнее. Толщина блинов зависит от того, насколько жидкое тесто. Мое тесто рассчитано на тонкие блины. Но если вы хотите получить толстенькие блиночки, то кипятка должно быть меньше, около 30-40 грамм вместо 60. Также это нужно учитывать, когда вы печете большой объем блинов. Тесто нужно почаще взбалтывать, чтобы внизу не образовывалось более густое тесто. И иногда к концу выпечки часть влаги испаряется, тесто становится чуть-чуть погуще. Тогда в конце нужно подлить немного водички, чтобы блины получались той же толщины. Чтобы блины не рвались, в ПП-варианте нужно соблюдать пропорции и мои рекомендации по муке. Например, если снизить процент яиц в составе, ПП-блины могут рваться. Если взять все 50 грамм безглютеновой муки, блины могут рваться. Поэтому с безглютеновой мукой всегда используйте долю крахмала. Молоко можно заменить на любой жидкий ингредиент, такой как кокосовое молоко или жидкий сок. Дырочки на блинчиках получаются за счет разрыхлителя в составе. Если хотите блинчики пожирнее, то в самом конце приготовления теста можно добавить пару ложек масла, стойкого к нагреванию. Соль, подсластитель и ваниль здесь для баланса вкусов. С этим количеством получается нежный, не слишком соленый и не слишком сладкий вкус. Такой вкус универсален и подходит к любым начинкам. А на канале моего мужа Артема есть рецепт вкусных протеиновых панкейков. Они потолще блинчиков и по вкусу ближе к сырникам. Из этого количества теста получается 5 тонких блинчиков общим весом 180 грамм. Чтобы они сохранили свою мягкость, накройте их полотенцем или храните под пищевой пленкой. Это самые нежные, эластичные и мягкие ПП-блины, которые я пробовала. И они очень вкусные. Они всегда получаются превосходно. И при этом содержат достаточно много белка, немного углеводов и жиров в сравнении с классическими блинами. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!